Добрый день. Я нахожусь на таможенном пункте Камышовая бухта. Адрес западный берег Камышовой бухты, бухта Лебяжья. Здесь находится таможенный склад временного хранения, на котором стоит мой автомобиль Opel Zafira с прицепом. И мы стоим уже здесь 2 недели. Дело в том, чтобы растаможить машину, необходимо выполнить ряд действий. Ну, во-первых, все машины, возимые на территорию России с 2017 года, должны быть обеспечены кнопкой ГЛОНАСС. Установку такой кнопки это в порядке где-то 50 тысяч обойдется. И могут выполнять только те компании, которые сертифицированы, имеют специальную лицензию, разрешение. И вот в городе Севастополе есть только одна такая компания, которая эту работу выполняет. Есть в Симферополе, есть в Феодосии. Кроме этого, для того, чтобы вытащить машину с таможенного склада, нужно предоставить 2 сертификата. Один на прицеп, другой на автомобиль. Это СБКТС, сертификат безопасности транспортного средства. Стоимость сертификата в порядке тоже где-то 16 тысяч на каждое транспортное средство. Притом цены очень разнятся. Разные компании предлагают разные цены, но они находятся не все в Севастополе. Одна компания отказалась сделать такой сертификат по причине того, что они хотят, чтобы этот автомобиль с таможенного склада подогнали им прямо к офису. Я говорю: ребята, это невозможно сделать. Давайте договоримся, мы вас привезем сюда на таможенный склад, вы посмотрите автомобиль и сделаете описание, сертификат. Притом фотографии выполнены, сделаны мною, значит, со всех ракурсов, как положено, и открытый капот, и ВИН-код есть, и ключи в замке зажигания, и коробка скоростей, все это есть. Вот, но компания отказалась. Другая компания, которая в Симферополе находится, те сказали, когда у вас будет на руках паспорт с пропиской, внутренний российский паспорт, только тогда мы можем делать сертификат. На данный момент, сегодня 25 число уже, Рождество католическое прошло, и у меня на руках паспорта с пропиской пока нет. Он будет только 27 числа. Машина здесь стоит уже с 10 числа, со вторника. Прошло уже 2 недели. За каждый день стоянки на этой площадке, как вы видите, это одна машина. Вот. Стоимость 1100 рублей. Это вот территория терминала. Никого здесь нету. Стоит одна моя машина. Я делаю бизнес для большой компании. Но ничего, подождем пятницу, сделаем паспорт, сделаем сертификаты, кнопку ГЛОНАСС, и я обязательно свою машину вытащу с этого склада. Все, удачи, пока. Добрый день. Я нахожусь по адресу улица Рыбаков, 5. В этом здании, что за моей спиной, находится таможенный участок бухта Камышовая. И именно здесь проводят работу с физическими лицами. Все, что связано с растаможкой машин, прицеп, это только здесь. Я только что вышел с этого здания. У меня на руках находится платежка за утилизацию автомобиля. Это 5200. Это обязательный платеж, которые должны сделать все, кто возит машины. И плюс еще мне придется заплатить пошлину за прицеп, так как прицепом я пользуюсь меньше года. То есть он у меня в собственности меньше года. Если у вас машина или прицеп будет меньше года в пользовании, вам придется заплатить таможенную пошлину. Мне выдали счет, который нужно оплатить. Его сумма 28 тысяч рублей. Это только за мой новый прицеп. Сегодня у нас 26 число, декабрь. Скоро Новый год. И меня убедительно просили все это сделать именно сегодня. Потому что если деньги не придут до понедельника, моя машина так и останется стоять еще как минимум 2 недели на таможенном складе в бухте Лебяжья. Ну, пошел доставать деньги. Надо все сегодня срочно платить. Все, всем пока. Привет из Севастополя. Всем привет из Севастополя. Меня зовут Сергей Гут, и с вами канал Викинг Лайф. Мои приключения
по поводу растаможки машины продолжаются. И последние новости таковы. Я получил паспорт внутренний с пропиской уже. Это было вчера, 27 числа, в пятницу. Вот. Но скоро Новый год, и так получается, что многие структуры пытаются закончить всю деятельность, скажем, активную уже до Нового года. Потом большие праздники. Россия гуляет до 9-10 числа, и не факт, что после 9-10 все еще будут готовы к активной работе, к активной рабочей деятельности. Что у меня? Я оплатил пошлину за прицеп, притом пошлину мне насчитали по максимуму, придумав там объяснение, что если брать по среднему или по минимальной цене, то нужно экспертизу проводить, еще что-то. Короче, отбрехались и сказали: заплатите, это будет вам легче, дешевле, нежели делать дополнительные какие-то экспертные оценки. Я и заплатил. Значит, 28 тысяч было заплачено за прицеп. Напомню, что если в пользовании автотранспорт у вас или прицеп меньше года, то вам придется в России заплатить за это пошлину. Заплатил я также само 5200 за утилизацию автотранспортного средства. Хорошо, что на прицеп утилизационный налог платить не нужно, только на легковой автомобиль. Вот, паспорт на руках, прописка на руках, но в субботу-воскресенье никакой деятельности нету. Мои проблемы еще пока не решены. Мне обещали уже с третьей фирмы помочь сделать сертификат СБКТС, сертификат безопасности конструкции транспортного средства на автомобиль и на прицеп. Официально его делают 2 недели. Вот, пытаются мне сделать его гораздо ближе, быстрее, до Нового года. Но реально это 30 число понедельник и 31 это последние дни. Договорились о том, что если у меня будет на руках сертификат, даже пускай в электронном виде, я могу его предоставить на таможне, и мою машину выпустят из таможенного склада. Все фотографии я сделал по-новому. Значит, тот большой ассортимент фотографий на машину, которую я предоставил раньше, немножечко, скажем, путаница была для экспертов. Там были фотографии с латвийскими номерами, с транзитными номерами. И он объяснил, что ему некогда там разбираться, что нужно вот спереди, сзади, слева, справа фотография моторного отсека, салон, ключи зажигания, коробка скоростей, ну и колеса. Это вот основное, плюс ВИН-код под ковриком, который спрятан у машины, и ВИН-код, который на черной наклеечке на боковой стойке, где пассажирское место. Вот это. Плюс еще он попросил, чтобы я сделал фотографию модели двигателя. Честно скажу, я пересмотрел двигатель после поездки 3000 километров по грязи, по снегу. Вот, все в грязи. Плюс у меня стоит защита днища пластиковой, там и картера, и без подъемника найти это нереально. Но я по ВИН-коду пробил, посмотрел, нашел марку двигателя. Вот, и эксперту указал, что вот эту марку двигателя нужно в сертификате указать. Посмотрим, как это будет дальше. Значит, все фотографии отправлены эксперту. Я жду понедельника. Понедельник – это очень значимый день, потому что будет принято решение, сможет ли мне фирма сделать сертификат быстрее. Или мне придется опять ждать, когда закончатся все праздники. И тогда идти официальным путем, ждать 2 недели и за это платить 1100 рублей. При разговоре с таможенным руководителем мне тут нехорошая мысль такая пришла в голову. Это за автомобиль 1100, а прицеп занимает такое же место, как и автомобиль. И не дай бог мне выставят счет двойной. Отдельно 1100 за машину и отдельно 1100 за прицеп. Это ужас. Это 2200 в день. Машина почти месяц будет на таможенном пункте. Но проще было, наверное, лететь самолетом тогда, чем ехать на машине. Слишком дорого это все получается. Вот. Так как у меня паспорт уже с пропиской все есть, я могу оформить теперь
ИНН-код, СНИЛС и ОМС. Но для тех, кто не знает, это обязательно медицинское страхование, это ОМС. ИНН это индивидуальный налоговый код. И СНИЛС это для тех, кто на пенсии, значит, чтобы пенсионное страхование туда шло. Значит, госуслугами воспользоваться пока нельзя в полном объеме, значит, из-за того, что, значит, пока нету СНИЛСа, а он требуется обязательно для того, чтобы указать его на сайте госуслуги. Но в понедельник мне обещали тоже помочь очень быстро сделать СНИЛС. Вот. То есть вот, в принципе, такие пока новости. Я, честно говоря, немножечко уже расстроенный, потому что как-то все это очень тянется долго. Ну, Новый год он неизбежен, осталось 3 дня. Вот, так что всех с наступающим Новым годом. Ну и на следующей неделе будут одни из последних репортажей о том, как мы переезжали в Россию, как занимались растаможкой. В принципе, ребят, все нормально. Нужно просто это пережить. Есть свои заморочки, нужно к этому привыкнуть. Как мне сказали, Россия это СССР. Значит, вспомним прошлое. Но главное, что я в России, я русский, я разговариваю на русском языке. Вот, и я понимаю этих людей, которые здесь живут. Немножечко Европа, скажем, она ушла вперед, и есть вещи, которые чуть-чуть раздражают здесь, как они здесь решаются. Но в то же самое время здесь есть много плюсов. О плюсах мы поговорим потом. Самое главное, что я уже знаю дом, который я буду покупать. Я его уже выбрал, и об этом будет следующий ролик. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Стучите в бубен. С вами был Сергей Гуд. Пока. Всем привет из Севастополя.